Вас когда-нибудь блокировали? Не в Тиндере и не на парковке у торгового центра, а вот прям по-взрослому, в банк, банковский счет, в другой стране и без объяснений. Сначала они проходят платеж, потом приложение пишет, что у вас 0 бат, хотя вы точно помните, что закидывали туда приличную сумму, а в офисе банка вам сообщают, что счет заморожен. Почему? Да потому что вы не резидент. И вообще, вы кто такой? Весна 2025-го. Один из крупнейших банков Таиланда, Бангкок Банк, начинает выборочную блокировку счетов у иностранцев. Причем не только у россиян. Китайцы, филиппинцы, даже Европа – все под раздачу попали. Люди приходят в банк, как в театр абсурда. Им говорят: докажите, что вы живете в Таиланде не как турист, а всерьез и надолго. А если не можете, деньги мы вам, конечно, вернем. Но картой вы больше пользоваться не сможете. А приложение удалите и пароль забудьте. А что теперь считается доказательством резидентства? Первое, конечно, годовая виза. Рабочая, пенсионная, опекунская. А вот популярная ДТВ или виза цифрового кочевника, которая выдается на 5 лет, не катит. Жена или муж тайцы, да, семейное положение решает много вопросов. Ну и, собственно, недвижимость. Купил квартиру, покажи чинот. Нет чинота, нет счета. Так в чем же причина? Официально все это борьба с отмыванием денег с фальшивыми счетами. Но, как вы знаете, не бывает дыма без огня. В марте этого года арестовали несколько сотрудников одного из крупнейших банков. Что же случилось? Группа туристов из Китая только приехали, а уже открыли 15 банковских счетов. Завели туда 100 миллионов бат. Большую часть обналичили сразу и испарились. Без виз, без чинотов, без резиденции. А теперь следствие. Потому что деньги были не просто сомнительные, они, как оказалось, связаны с мошенничеством. Это уже не туризм, это схема. И вот именно из-за таких схем банки начинают закручивать гайки, даже тем, кто приехал жить по-настоящему. Да, это не массовая зачистка, пока что выборочно, но тренд очевиден. Доступ к банковской системе Таиланда еще больше закрывается для туристов. И это нормально. В любой стране, где банковская система хоть как-то работает, турист не может просто так открыть счет и получить карту. Особенно, если нет понятной истории доходов. Банки Таиланда начинают жить по взрослым правилам. Сколько бы ни шутили про саба и вечный отпуск, теперь, если вы хотите пользоваться картой, докажите, что вы тут не случайно. Иначе придется вспомнить, как выглядит наличка. А теперь самое интересное. Чтобы получить годовую визу, вам часто нужно банковский счет. А чтобы открыть счет, вам нужна виза. А еще отличный повод купить здесь недвижимость. Напишите в комментариях, как вы решали этот квест, особенно если без помощников.